и мы начнем. Да, прямо вот начнем. Да, сын? Ну, вы пока собирайтесь, я вот кофеек себе наливаю. Ну, там вообще кто-то есть, это же интернет. В интернете всегда кто-то есть, Макс. Вот, сейчас еще кофеек налью и пойду к моим дорогим зрителям, подписчикам. Пока никого нет. Ну, я с кем-то же разговариваю. Так, с собой. А вот и первый наш посетитель нашего прекрасного стрима. Так, друзья, собираемся. Макс Степанов здесь уже, поэтому давайте, собирайтесь. Сегодня у меня модная тематика. Вид, так сказать, из дома. Как это называется, Макс? Шоурум, да? Шоурум у меня. Рум-тур, да. Вот мне сын поправляет. У меня рум-тур сегодня. Сейчас я кофеек заварил свежайший, чтобы немножко взбодриться и рассказать вам сегодня тему, так, чтобы это было, живенько. И теперь я иду в свою студию, друзья. Специально оборудованную студию иду. Сейчас скажу уборщице, чтобы она тут прибралась. Шоурум, да, вот пишет Костя Голомоносов, поправляет. Шоурум, блин. Шаурма. Вот, сегодня у меня такой формат шаурмы. Кофе налил, не успел, бежал с работы. Работа началась активная. Вот, и нужно все успевать, друзья. Итак, я в своей студии специально оборудован для вас. Сейчас начну свой околофилософский, около самооборонский стрим, прямой эфир. Тема сегодня, друзья, интереснейшая. Я расскажу вам, почему самые супер замечательные тренеры, да, правильно, тренеры по самообороне дают уклончивые ответы. Непрофессионализме этого тренера. Я вам сейчас объясню почему. А пока мы собираемся, пока тут 2 человека, это маловато будет для субботы. Мне кажется, суббота. Я специально вышел в субботу, друзья. Я вас предупреждал. Сегодня вышло видео в 11 часов, ну, в 12 по Москве, про медитацию. Мой новый формат. Привет, привет. КВВ, привет, самооборонцы. И там идет привязочка к сегодняшнему стриму. Так что вы должны были ждать меня. Должны были знать о том, что я приду к вам в субботний вечер. Итак, значит, сегодня поговорим, смотрите, диалектический стрим про диалектику. Как может быть одновременно и да, и нет. Как может быть и не быть. То есть, как бы существовать и не существовать. Ну, так, если издалека. Как можно дать противоречивый ответ на один и тот же вопрос. Казалось бы, да? Ну, с поверхностной точки зрения, с точки зрения простого вопрошающего. Ну, например, про самооборону. Типа вопрос, а что делать, если я иду в темном переулке и на меня нападают 2 человека? Вот такой вопрос. Ну как на него ответить? Ну как бы односложно. Типа, блин, не, ну можно, конечно, сказать, ну убегайте нахрен, их же 2, а вы 1. Их больше, 2 больше, чем 1. Простой ответ, да? Но опять же, а контекст какой? А с кем? Вы идете один или не один? Вы вооружены или не вооружены? Вы имеете какие-то навыки вообще самообороны, там, единоборств, или не имеете? Есть у вас какое-то оружие? Ну, я уже спросил, да или нет? Дальше, что это за переулок? Это какое-то людное место или нелюдное? То есть, понимаете, прежде чем дать какой-то ответ, нужно понять контекст. Правильно? В каком вы состоянии, в каком вы настроении? Болеете ли вы или здоровы. Ну вот понимаете, в чем дело? Если вы с кем-то, вы не сможете убежать, потому что ну, не бросают своих друзей, близких, родных и так далее, когда им угрожает опасность. Поэтому так, опять же, что за 2? Тоже же не уточнено, да? Там вышли 2, а кто эти 2? Может, какие-нибудь доходяги, понимаете? Ну, то есть, какие-то там местные колдыри какие-нибудь. Слышь, братан, там, мелочь не найдется. Ну, тут тогда убегать, конечно, не стоит, правильно? Тут можно сказать, что, ребята, вот вам мелочи, пожалуйста, сколько вам требуется. Или типа, иди воруй. И все. Понимаете, вот так. Поэтому, и даже не один вопрос, а несколько вопросов задаст еще таких наводящих.
Диалектика. Вот. Вы когда-нибудь задумывались, как такое возможно, чтобы одномоментно что-то как бы есть и его как бы нет? Вот, если вы задумывались, то у вас есть зачатки мудрости, так сказать, искра мудрости. Потому что все меняется, понимаете? Вот как бы все меняется. Даже если я сегодня какой-то даю ответ на какой-то вопрос, то завтра это может быть совершенно по-другому, понимаете, противоположно. То есть все меняется, течет. Если сегодня это так, то завтра может быть не так. Кроме того, помните такую монаду, да, инь-ян, когда вот такие рыбки одна в другой. Одна черная рыбка, да, а другая белая рыбка. И вот они вот так перетекают. А в черной рыбке есть белый кружочек, ну типа глазик, да, а в белой рыбке есть черный кружочек. И потом этот кружочек разрастается и превращается, ну то есть белая рыбка становится черной, с белым глазиком. А черная рыбка, соответственно, превращается из кружочка белого в белую рыбку. Понимаете, такое превращение постоянно идет. И это жизнь. Понимаете? Вот даже задумайтесь. Сегодня хотел разогнать такую тему, как вы когда-нибудь задумывались, как мы ходим вообще? То есть, что такое процесс ходьбы? Вот мы вроде бы идем, да? Но на самом деле, я сейчас вам обосную, друзья, что мы не идем, ну, идем-то мы так, это так название такое, да? Ну, придем, идем, идем. Мы даже не задумываемся про то, что как мы ходим. Мы идем. Но по сути, если так задуматься, ребята, на двух ногах, блин, идем. Каким образом? И я утверждаю, друзья, я утверждаю, как тренер-философ по самообороне, что мы не то чтобы идем, мы одномоментно, одновременно стоим, и в то же время мы падаем. Понимаете, процесс ходьбы это процесс постоянного падения. Вот просто вот задумайтесь, да? Вот вы такие идете, когда, да, вы идет вес с одной ноги на другую. И в момент, когда вы переносите вес на другую ногу, в это время у вас фаза падения. То есть вы реально прям падаете. Мы постоянно падаем, когда идем. Вот. Для этого поддержания равновесия работают куча разных мышц. Так называемые мышцы кора, вот эти вот внутренние стабилизаторы мышцы, которые отвечают за пространственную ориентацию, да, мозжечок там работает, вот это вот все, вестибулярный аппарат. Включаются мышцы-стабилизаторы, которые поддерживают тело в балансе, в равновесии, чтобы мы не упали. Мельчайшие мышцы работают над этим, но мы даже это... И представьте, сколько мы сделали движений, тренировок, упражнений для того, чтобы взять и пойти. Сейчас мы уже об этом не задумываемся. И когда мы смотрим на детишек, которые, не знаю, что, только пытаются встать на ноги, да, там сначала они ползают, потом становятся на колени, потом они хватаются руками за что-то, поднимаются на ноги, падают, опять встают, падают, опять встают. Сколько повторений приходится сделать маленьким человечкам, чтобы просто встать на ноги, хотя бы немножко постоять на ногах, прежде чем упасть. Я уже не говорю о том, чтобы пойти, то есть первые шаги. Вот он стоял, держался, да, ребенок за что-то, а потом отпустил за что-то. То есть что там внутри у человека заставляет его двигаться. То есть, по сути, падать. Он же уже падал много-много раз, человек, я имею в виду, да, каждый из нас, друзья, каждый из нас. Просто мы сейчас не задумываемся об этом, как мы ходим. А по факту, там внутри такая мощь, сила, да, вот, особенно у молодых организмов, которая заставляет, вопреки страху, это же страшно, да, падаю, больно в конце концов, это же, ну, очень неприятно, некомфортно, но тем не менее мы опять поднимаемся, наши организмы, наши тела, еще не обученные, не натренированные, и снова идем и рискуем, понимаете, как это удивительно. А потом прошли годы, блин, мы ходить научились нормально и уже не паримся, не думаем по поводу того, как это происходит, что мы падаем на самом деле. Мы продолжаем падать. Просто мы, интересно, мы научились управлять этим падением. Вот и в чем дело. То есть мы-то падаем, но мы сделали этот процесс такой зависший. Мы постоянно в падении, да, как Фаина Раневская сказала, что жизнь это прыжок в могилу, из вагины в могилу. То же самое наша ходьба. Мы постоянно в падении. Только мы уже к этому относимся совершенно спокойно. Понимаете, мы уже этого не боимся. Мы уверены стали в своей походке, мы уверены стали в своей ходьбе. Мы стали настолько уверены в своей ходьбе, что даже забыли, что мы делаем, как это. Как мы стоим, как мы идем. Так вот, с одной стороны, получается, у нас ходьба это падение, с другой стороны, ну, мы стоим.
Вот и все. Мы находимся в вертикальном положении. Потому что поддержание вертикального положения, это, ребята, это эволюция. Это так. Мы взяли и встали, так сказать, на задние конечности, чтобы у нас руки были более-менее свободные. Ну, и передние лапы, я имею в виду у нас, да? Это же просто чудо. И представьте, ребенок, который еще не умеет ходить, а который, допустим, там начинает только ползать, да, или вставать на ноги. Как он смотрит на взрослых людей, на своих-то родителей, которые ходят вот так вот прям. Для него это просто, ну, какое-то чудо, это какие-то боги, просто нереальные боги, которые ходят на этих двух ногах, на которых я не могу стоять. Ну, конечно, так не думает ребенок, да, ну, примерно так, мне кажется, проносится у него в мозгу, вот это вот восхищение и ощущение просто, он в ахуе, как так можно двигаться так быстро на ногах, когда мама бежит к нему, только он заорал, к нему мама уже несется и не падает причем. Вот что странно. Или папа, ну папа может быть падает периодически по каким-то своим причинам, пока еще непонятным ребенку, но тем не менее неплохо справляется, то есть ходит на двух ногах. И здесь есть как бы, смотрите, какой положительный смысл. Если мы чего-то не знаем, чего-то не умеем, и это кажется так далеко от нас, то потенциально мы можем этому научиться, понимаете? То есть э, просто со временем. Просто для этого требуется тренировка, для этого требуется повторение, повторение, мотивоучение, и в конце концов мы этому научимся рано или поздно, и забудем о том, что мы когда-то падали, набивали шишки, тренировались, и для нас это представляло просто невероятное что-то. Это касается, наверное, всего, ребята. Понимаете? Так что подумайте об этом. Мы просто иногда не думаем об очевидных вещах, которые стали для нас, ну, какие-то обыденные, банальные вещи. Казалось бы, я хожу. Вы подумайте, как это чудесно. Я в восхищении перед природой, как это случилось. И перед нашим упорством, вот человеческим таким, да, у ребятенка. Понимаете, это просто... Вот где уверенность. Вот где уверенность. Так, есть тут кто-нибудь живой? Костя Корниенко, добрый вечер. К сожалению, в дороге связь пропадает, придется смотреть в записи. Всем удачи. Тоже можно. Тоже можно. Я решил, да, оставлять наши стримы теперь в записи, потому что нас стало чуть больше, и как бы это хорошо. Так, сейчас. Старк, тоже тебе лайк ставлю. Костя Голомоносов. Нет ли нападающих нет ли на нападающих надписи ОМОН? Вот это, вот, кстати, правильный контекст, да. Потому что, блин, сейчас нападают людей в основном, да, всякие разные такие люди в форме, которые якобы как бы, ну, государственные служащие и так далее. Так, шоурум, КВ. Я в детстве 100 раз упал, пока научился на коньках ехать. Про коньки вообще это фантастика просто, ребят. То есть люди научились ходить на двух ногах. Это просто прорыв, нереальный прорыв, который позволил им потом встать еще на коньки, на лыжи, блин, там, и залезть на лошадь, ну и так далее, и так далее. А про коньки же, ну это же просто какой-то фантастика. Я, например, так до сих пор на коньках и не умею кататься, потому что занимался плаванием со 2 класса, и нам почему-то, ну вот, ну как почему-то, там причины, конечно, были, аргументация, типа пловцам нужна пластичная стопа, голеностоп, и типа, чтобы не закрепощать этот голеностоп, нельзя заниматься, ребята, на коньках, потому что на коньках у вас лодыжка закрепощается и становится такой вот, ну как бы неподвижный, да, такие ноги получаются у вас, как эти закорюки, такие крючки. А для стопы пловца требуется такая как пластичность, да, подвижность. Ну, короче, ладно, отвлекся. Конечно, если бы я в детстве стал на коньки, я бы катался на коньках. Кстати говоря, в детстве для этого, для обучения все. Поэтому предрасположены дети к обучению чего-то нового. Поэтому родители, блин, не пропустите. Если есть какая-то тяга у детей, куда-нибудь, ну, им очень хочется, пускайте, пускай пробуют. Ну, конечно, осторожно, там, аккуратно, под присмотром, безопасность и так далее. Приглядывать нужно. Ну и мы, старички, тоже можем чему-то учиться, я еще думаю. Так, все-таки надежда, она умирает последней. Поэтому так. На чем я остановился, друзья? По поводу бега сейчас вам скажу. И дуализма вот этого всего. Точнее, диалектики, да? Вроде бы да, вроде бы нет. Если присмотреться, то явление оказывается, ну, совершенно не таким. Например, мы называем под словом бегать
перемещения типа ходьбы, только ускоренной, да, то есть мы делаем такие более частые движения ногами, а в спорте, вот в теории методики спорта, бег называется движение, которое имеет фазу полета, понимаете, да, есть, что при спортивной ходьбе вот спортивные ходоки не совершали фазу полета, потому что фаза полета это сразу становится вот, ну, в категории бег относится уже, понимаете, да? То есть бег это фаза полета, однозначно. Теперь подумайте, друзья, почему мы называем это бегать, если по сути мы летаем? Мы как птицы летаем, по сути, понимаете? То есть смотрите, у нас бег это чередование. Опорная нога, мы толкаемся, переносим вес на другую ногу, и пока мы еще не перенесли вес на другую ногу, в это время стопы отрываются от поверхности земли, и в это время мы летим. И так каждый раз. То есть топ, полетели, топ, полетели, топ, полетели. То есть, понимаете, соприкосновение с поверхностью земли, ну, примерно, блин, 50% пускай, да, мы летим, и 50% мы, так сказать, опираемся на землю. Но, тем не менее, мы называем это, мы бежим, да, или мы идем. А почему мы не называем вот ту половину, где мы находимся в полете? Поэтому вот мы умеем летать, но только в определенной пропорции. Поэтому если всматриваться в явления, всматриваться в какие-то процессы, какие-то вещи, то мы там должны вычленять все составляющие, понимаете, все факторы, да, какие там есть. Вот про контекст, да, изначально про самооборону говорил, да. А сколько, а где, а свет, а ОМОН у них есть надпись или нету, да, там, а вы с кем, один не один, вооружены, не вооружены, вы вооружены, они вооружены и так далее. То есть нужен четкий прям вот контекст, чтобы потом уже оттолкнуться от ситуации. То же самое и здесь. Мы бегаем или мы все-таки летаем, да, по-разному, если посмотреть под разным углом. Вот с этой точки зрения хороша философия, понимаете, вы можете поменять угол зрения и оказаться, что там, там, блин, что-то новенькое находится. И копнуть можно еще дальше, еще глубже. Зайти с другой стороны, найти какие-то смыслы. Ну и где-то даже, может, где-то поможет вам преуспеть, да, стать успешным, так сказать, успешным успехом. Потому что вы, блин, другие не заглядывают с разных точек зрения. А вы такие заглянули, посмотрели. И оказывается, мы летаем. Оказывается, мы птицы. И доказали это, обосновали. Иногда, конечно, этот подход диалектический используют в грязных целях, ну, типа пропагандист, да. Ну, например, говорят, вот, а вы посмотрите, что у них там в Америке творятся. Говорят пропагандисты по российскому телевизору, если, ну, им скажут, что очень много нападений, там, преступлений совершается в Российской Федерации. Вот, на это они говорят, а вы в Америке посмотрите, или в Европе что творится, происходит. Все, и зритель посмотрел, действительно, да, везде, блин, убивают, везде, блин, насилуют. Но в какой пропорции? Вот ведь. То есть это же не указывается, об этом же не говорится. Поэтому философствовать, конечно, хорошо, но не по вершкам, а глубже копать. Глубже. Так, это я вам про диалектику сегодня рассказывал. Так, 100 раз упал КВВ, пока не научился кататься на коньках. Но мы, к сожалению, забыли, сколько мы раз падали, пока учились ходить. Это мы вообще не знаем даже, да, то есть, ну, это реально чудо какое-то. Так, я же себе кофе наливал. Все, ваше здоровье, друзья. Сейчас я закончу философствовать по поводу да, нет. Может ли это быть одновременно? Сейчас. Это я сам себя вижу, да, окей. Так, значит, основные тезисы по поводу одновременности существования я, ребята, изложил. То есть это понятная вещь, да, что как бы такой некий дуализм существует в мире, да?
Это ну, настолько даже банальные, я говорю, рассказываю вам такие пошлые вещи, да? Ну, типа, есть день, есть ночь, есть белое, есть черное, есть мокрое, сухое, да, горячее, холодное, вверх, вниз, влево, вправо, да, то есть кругом как бы обнаружится такой дуализм. Согласны со мной? Инь-ян, опять же. То есть всего как бы парное мы находим в этом мире. Но это уровень философии не самый глубокий еще. То есть он не самый истинный, понимаете? Самый истинный все-таки уровень философии, до которого вы можете дойти через размышления, через чтение и, главное, через медитацию, о которой я буду вам рассказывать, о которой я вам рассказывал вот в сегодняшнем первом видео. Советую вам посмотреть. Называется «Медитация введение». Там всего там 3,5 минуты, но я рассказываю про ту медитацию, которая, ну вот реально такая практичная, минималистичная, рационалистичная, да, то есть вот без всяких там наворотов, без всякой эзотерики и мистики. Так вот, если вы будете этим заниматься, вы дойдете до того уровня понимания жизни, что даже вот эти вот лево, право, вверх, низ, инь, ян, они все равно существуют на некоем фоне, на некоторой плоскости бытия, которая включает все это в себя, понимаете? То есть, ну как будто бы это нарисовано на чем-то, понимаете? То есть даже вот само плохо или хорошо, там зло, добро, черное, белое, там мокрое, сухое, оно в каком-то пространстве выражено, понимаете? Если бы не было этого пространства, то не существовало бы ну, ни одной вот из этих феноменов, которые мы называем там, ну, как делим пополам, да, там, то есть мы расставляем в рядочек. По сути, это наш мозг расставляет это все по типу комфортно, некомфортно, опасно. Вот это, кстати, к самообороне больше всего относится. И, скорее всего, это была первая наша такая надстройка в голове, в мозге, спинном даже. Опасно или не опасно. Потому что если это опасно, то значит мы можем просто, ну, погибнуть, умереть, и природа нас ограждает таким образом. То есть этот анализатор, он, наверное, стал первым, когда мы стали разделять вещи на две кучки. А это для нас страшно, опасно, это нам угрожает. И та вещь, которая нам не угрожает, которая безопасная, которая мягкая, теплая, добрая, пушистая, она нас кормит, она нас поет, она об этом нас заботится. И та, которая угрожает, которая с клыками, которая рычит, которая такое простое, изначально инстинкт самосохранения все-таки лежит, который вот это вот все распределил. Вот. Но если мыслить дальше, то все это присутствует на фоне единого. Понимаете, на фоне единого. Это как лист бумаги, это и есть вот то единое, где пока еще ничего нету, ни плохого, ни хорошего. Это то пространство, та площадка, да, как сейчас можно говорить, да, на которой и проявляются феномены бытия, которые можно отнести к холодному, горячему, там, сухому, мокрому, плохому, хорошему, опасному, безопасному. Понимаете, да? Ну, в общем-то, я сейчас рассказываю вам теорию, как я сам ее понимаю. Веданта Адвайта это называется. То есть недвойственность. Есть как бы двойственность, дуализм, диалектика. Это такой вот уровень философии и восприятия бытия и жизни, осмысления через парные такие вещи, да, такая дихотомия, да, голова-тело, например, да, или телесное и духовное, понимаете, или там Бог и там дьявол, ну как-то вот так, да, ангелы и какие-нибудь там бесы, ад и рай, понимаете, как это все, вот настолько это ужилось в нас. И я утверждаю, что этот уровень, он еще не, ну, он примитивный, в общем-то, детский. Нужно идти, ребята, дальше, копать дальше. И там обнаружить то, что все едино, в общем-то. И все это только в нашей голове. Мы смотрим на это и разделяем, понимаете? По факту эти вещи, они не противоречат друг другу. Они одновременно. В принципе, вот даже в этом символе инь-ян, в монаде, вы известны, да, черная и белая рыбка, там уже этот принцип
даже он наблюдается. Это изменчивость. Черное становится белым, белое становится черным, в конце концов, понимаете? Даже через черную рыбку просвечивает беленькое пятно, которое будет разрастаться. Соответственно, изначально, как в буддизме есть известное выражение, ребята, кто занимается буддизмом, тому, как говорится, намасте, ом мани падме хум. Это про то, что мы просто существуем в проявленном мире, который требует как-то вещи называть, чтобы общаться, договариваться, какие-то формы придавать вещам, оккультуривать их, что ли, да, понимаете? Они как бы и так существуют. Вот представьте, мы вдруг все исчезли, человеки. Ну разве это перестанет существовать? Природа, хотя многие философы утверждают, что перестанет, конечно, да. Но тем не менее, смотрите, когда человек умирает, после него все-таки все продолжает так же существовать. Так же вот, собственно, и будет происходить после нашей смерти. А давайте к вопросам перейдем. Вечер добрый, пишет Иван Васильевич. Иван Васильевич, вечер добрый. Сегодня пытался настроить камеру, вебку, но попробую в следующий раз тогда. Поэтому немного опоздал, то минуты на 3, на 4. Но это не считается, правильно? Вот, друзья, давайте вопрос тогда. Сегодня субботний вечер. С вами Макс Степанов. Готов ответить на вопросы по самообороне в самом широком смысле. Потому что, как вы уже понимаете, я надеюсь, все понимают все больше и больше, что самооборона для меня это просто инструмент познания мира. И на самооборону я смотрю гораздо шире, чем просто рукомахательство, ногомахательство и мордобитие разные, да. То есть где-то даже я этого просто уже наелся, приелся. И для меня не совсем понятны уже какие-то вот запросы, которые идут, вот скажем так, от людей, ну, которые только начинают этой темой интересоваться. Вы понимаете, да? Это то, что я в начале стрима начал, да? Это как ребенок, который еще ходить не умеет. Тут я, конечно, сейчас, и пардон за то, что я тогда себя так превознес. Ну, так получилось совершенно случайно. То есть ребенок, который еще не умеет ходить, вот он смотрит на человека, который ходит, и думает, нифига себе, как это ему удается. А человек, который ходит, вот мы уже, да, все ходячие, достаточно быстро ходячие, и даже бегаем, а мы летим, как я уже объяснил, мы уже не задумываемся об этом, правильно? И нам непонятны вопросы вот, ну, маленького человечка, который, его недоумение, так сказать, во взгляде, ну, типа, встань и ходи. Сложно уже понять, понимаете? То есть немножко разные уровни просто опыта, да, вот и все. Поэтому это базовый уровень. Вы научились ходить, надо мыслить дальше, надо самооборону я, да и изначально, в принципе, оставил такие задачи. Да, я понимаю, почему все занимаются люди самообороной, самозащитой, единоборствами. Идут на бокс, идут на самбо, идут в айкидо, в карате, вот как я пошел в карате, там, в тэквондо, куда вот тайский бокс. Для чего? Основная, конечно же, задача постоять за себя, быть сильным, чтобы не дать себе в обиду, защитить себя, там, своего друга, подругу, близких и так далее. Вот и все. То есть в основе мотивации всегда лежит самооборона и инстинкт самосохранения. Как себе, защитить. Особенно если среда такая агрессивная, либо ты получаешь, либо ты это видишь, либо ты это слышишь об этом, и ну, ты понимаешь, что как-то небезопасно. И нужно себя как-то вот это самое подготовить. Понимаете, да? Но это базовый уровень на самом деле. Если мы копаем дальше, а мы должны копать дальше, потому что самооборона, еще раз, это не просто мордобойные вещи, мы начинаем понимать, что лучший бой, когда уже получили несколько раз люлей, когда сами кому-то там дали, а процесс продолжается всякими разными следствиями, всякими разными там заявлениями. И, ну, короче говоря, мы такие думаем, блин, а ведь в самом деле лучший бой, который не состоялся. Ну, потому что мы избегаем вот этих вот последствий, да. Ну, если нас побили, соответственно, мы потом лечимся, нам больно, неприятно, больно снаружи, больно внутри. Если мы кого-то самооборонили, то, соответственно, ему больно, он страдалец, он потерпевший.
заявление в полицию и так далее, и вы уже преступник, понимаете, да? То есть вот такие вот качели туда-сюда и последствия. Как все взаимосвязано, да, в этом мире. И мы начинаем мудреть и размышлять. Так нахрена мне эта мордобойная штука, если как бы, ну, это ведет к каким-то проблемам все время. Какие-то непонятные эти последствия все время. Да и я что-то порчусь, как-то, ну, такой весь нагневанный хожу. Это в словаки так говорят, нагневанный, ну, типа злой, да, злобный такой, сердитый, нагневанный. Понимать, где, ну, где потенциальная угроза, где потенциальные агрессоры, возможные нападающие, как их обойти мимо. То есть мы выбираем уже более мягкий и гибкий путь, ну не то что наименьшего сопротивления, а просто мы экономим, ну, свои ресурсы, которые мы начинаем ценить с возрастом, понимаете? Здоровье, свои какие-то ресурсы, понимаете? Потому что у нас появляются какие-то другие цели в этой жизни, а не просто, ну, ходить и морды бить. Поэтому я и говорил, видео «Как не бояться драться», что нужно вообще это из головы выкинуть, это драться, понимаете? Вы подписываетесь под эти правила и начинаете там это драться, потому что так вот принято в этом мире. И при этом вы рискуете своими и здоровьем, и, ну, и другими функциями, да, вы можете там, не знаю, зрение потерять, слух потерять, руки, ноги вам могут оторвать, а могут и убить, в принципе. Почему? Ну как, драка же, да, кураж. Вот так. И вы начинаете мыслить, думать, как этот устроен мир, и что заставляет вас лезть в драки, как вы там оказываетесь, как это друг с другом связано, причина следствия. Начинаете понимать причину следствия всего этого. А причина в том, я вам рассказал про причину следствия, которая бывает уже после конфликта физического, да, там, столкновения. А ведь что вас к этому-то привело? То есть до того как? И вы начинаете отматывать, как знаете, в фильме, да, там промоточку назад. А что происходило? Какие события привели вас сюда? И вы начинаете думать, блин, а привело скорее меня всего сюда мое эго замечательное или мое алкогольное состояние, в котором я находился, потому что я был неадекватен, я не оценил ситуацию, я был слишком самоуверен в себе, я кому-то там что-то не так сказал, слово за слово, мордой посул. Ну, как это обычно вспоминается потом, бля, что такое, да? Почему мне два фингала вот так вот сразу? Очки называется, да? Потому что вам попали в нос, ну, вот сюда, кулаком, и у вас два фингала на следующий день. И вы думаете, блин, как же так случилось? И какое-то время это даже нравится, понимаете, вы рассказываете со смехуёчками, о, как это здорово. До тех пор, пока, ну, какая-то травма серьезная или какой-то труп не останется после вот этих вот пьяных увеселений. Это все весело, конечно, до поры до времени. И вы таки думаете, есть причины, точнее, есть факторы, которые... И в основе этого лежит, конечно же, ну, ваше эго, ваше мировосприятие, ваше мировоззрение. Типа, я круче, понимаете, меня это задело там, или он меня оскорбил. Типа, ну, вот такие вот вещи, понимаете? Ты кого нахуй послал, не так посмотрел. Вот эти все штуки, да? А что это? А это, друзья, прямой взгляд на вопрос, ты кто есть по жизни? Вот. Готовы ли вы драться, рисковать своей жизнью и убивать других людей за вот это вот взгляд, как вы считаете себя, кто вы есть по жизни? Ты кого там пидором назвал, достаете нож и убиваете его. Понимаете? А это же есть у людей определенного склада. Точнее, ну было, сейчас не знаю, как есть, нет. Но когда базар фильтровали. Потому что в определенных местах, у определенных людей такие слова вели явно каким-то, ну, таким последствиям печальным, типа убийства. То есть, если один говорил другому, да ты пидорас, я тебе в рот ебал, то вполне вероятно, что в этот же день или на следующий человека, который сказал такие слова, находили день с перерезанным горлом там или, понимаете, вот так. Потому что так считалось, ну, это был правильный ответ на вот такое оскорбление. Вот. И эти правила, эти понятия, они как бы насаждались, они
проникали в общество гражданское, уже не криминальное, не уголовное, понимаете? Где не нужно так реагировать. Не обязательно, потому что, ну, мало ли кто-то что-то сказал там по пьяни. Ты и хер с тобой. Мы же с тобой не в одной этой кодле, понимаете, не в одной... Ну, вообще разные люди. Нету никаких трений и не будет в дальнейшем. То есть это мимолетное просто. У нас нет никаких конкурентных вещей. Там, типа мы не боремся за иерархию, за место положенца в этом городе, допустим, да, понимаете, кто тут самый главный авторитет вот здесь, вот в этой, на этой точке, блин, на этом районе, блин, понимаете? Поэтому нет смысла вестись на такие штуки. Тоже сюда и драка относится. Поэтому нужно не драться, а нужно, блин, бить. Вот прям долбить тех людей сразу. То есть драка, махание руками и обоюдная мордобойная такая штука, да? Нужно бить, потому что вас вот затянули, вы вроде бы их и не хотели, и избегали. И говорят, да не надо, брат, да все хорошо. И пытались как-то вот обойти угол, Зарис ехать, и, ну не получается никак. И вы чувствуете, что вас просто реально затягивает в эту дуэль, блядь. Вам не нужно, нахрен не нужно эту драку. Что тогда делать? Понимая рационально, что это приведет, ну, ни к чему хорошему не приведет. И вы рискуете сейчас. Нужно как можно быстрее этот конфликт решить уже, ну, насильственным способом. А что еще остается? Но это, ребята, не драка. Это просто крайний случай, когда вы применяете, ну, свое собственное, так сказать, насилие, защитную агрессию. Причем желательно это должно быть в короткое время и прям, чтобы не было, никакого ответа не было. Поэтому из-под тишка, да, внезапно, да, каким-нибудь оружием, да, чтобы у вас было преимущество. Вот, собственно, и все. Это то, что нужно знать про самооборону. Вот такую прям настоящую самооборону. Вы должны быть первым, вы должны быть активным, у вас должны быть свои ценности в жизни, вы должны любить себя, уважать, защищать свою свободу, свои права, свои ценности. И если идет нарушение, то самый крайний аргумент это вот ваше насилие. Но тогда уже без всяких там полутонов. Конкретная агрессия. Так, ну что, давайте на ваши вопросы отвечу, да, и, наверное, на сегодня все. Ну, если никто не потянется еще. Так, захожу в чатик, друзья. И что я вижу? Ого, да тут уже вопросы посыпались. Так, Иван Васильевич. Старк, какой лучше настрой или что лучше думать перед защитой? Вот уже ошибочка здесь. Ну не то чтобы ошибочка. Сейчас объясню. Хороший вопрос, Старк, хороший вопрос. Он очень такой, как сказать, ну, типичный, что ли, да, с одной стороны. А с другой стороны, здесь вот требуется как раз ответ, который перевернет все с ног на голову маленечко. Вот понятие вот о самообороне, о защите и так далее. Сейчас расскажу. Или лучше ничего не думать, действовать на автомате. Ну, отвечаю Старку. Какой настрой лучше иметь, думать перед защитой, да? Лучше не думать ничего, а настроиться на то, чтобы уничтожить, э, устранить, уничтожить физически, устранить угрозу, которая находится прямо перед вами. Все. То есть вы должны быть больше атакующего плана настроя, характер, понимаете, такой. Вот в данный момент конкретно. Не всегда вы должны ходить так вот провоцировать, потому что вы пойдете тоже в разряд жертв. Вы провоцируете своим поведением. Рано или поздно коса найдет на камень, на одну силу найдется там превосходящая сила и так далее. Нет, это только в тот момент, когда вы уже и так, и вот так, и никак уже, ну вот видно, что ну никак не получается у вас избежать вот этого вот жесткого столкновения. Все, никакой защиты, просто конкретное нападение, атака. Поэтому, друзья, будет банальная пословица, но она золотые слова. Лучшая защита это нападение. Вот таким вот образом. Ли Моррисон, друг мой английский, очень хорошо обосновывал, почему он не называет свою систему Urban Combat словом self-defense. Self-defense, он объясняет это как, что это понятие, этот термин self-defense, ну, самооборона, несет в себе установку на пассивность, понимаете? То есть как на некий ответ, на некое реагирование,
которые всегда запаздывают, которые всегда находятся в ущербной позиции, понимаете? В нападении преимущества. Если вы будете вторым номером всегда, вы можете просто запоздать, не успеть. Понимаете? То есть вот эта позиция пассивная. Типа, если на меня нападут, тогда я отвечу. А когда нападут, то есть вы пропускаете много-много сигналов, то есть что считать нападением? Если вы считаете нападением уже непосредственно, когда на вас летят и бьют вас кулаком или хватают вас, то, ребята, ну вы мало знаете о нападении. На самом деле нападение начинается гораздо раньше. Оно начинается со взгляда неприятного, такого агрессивного. Оно начинается, даже если нас еще не посмотрели, а вы уже видите, что эти люди потенциально, они опасно себя ведут, асоциально. Они ведут себя громко, демонстративно. Видно, что эти сущности, ну, эти личности, люди, да, существа, они предрасположены к тому. То есть это существа, которые, у которых насилие это инструмент, понимаете, их поведение. Они так себя реализуют в обществе. Это про преступников я вам рассказываю, про вот этих агрессоров. Поэтому заранее нужно сразу видеть эти места, где они собираются, видеть этих людей, с позволения сказать, ну и пытаться их избегать, а не доводить, когда уже там вас кидаются, бьют. А если вы вдруг оказались в такой ситуации, то не дожидаться, конечно же, ударов надо, понимаете? А для этого вы не должны думать о защите. Поэтому Ли Моррисон говорит, у меня, говорит, система не self-defense, у меня система offense. Понимаете? Когда вы проактивны, вы перехватываете инициативу, вы действуете первым номером, вы не дожидаетесь, когда на нас нападают, а вы пытаетесь избегать. Ну, это такие же принципы вот в моей самообороне, скажем так. Первое правило – избегайте. Второе правило – убегайте. А третье правило, если вы не можете избежать или убежать, смотрите пути к отступлению, и те препятствия, которые стоят у вас на пути к отступлению, уничтожайте их нахрен. Просто как вот, ну, физические объекты. Не знаю, стена стоит, ну, сломайте нахрен стену, понимаете? То есть для того, чтобы опять же вернуться к принципу номер там 1-2, избежать и убежать. А не для того, чтобы там прыгать ему на голову потом, или вести с ним там, не знаю, 3 раунда по 5 минут, доказывая свое преимущество и насколько вы искусны во владении боевыми искусствами. Каламбурчик такой, да, получился, масло масляное. То есть вот я его рукой могу, а вот я его ногой, а вот я там бросочек и так далее. Ой, а что у тебя там ножичек? Ну давайте я покажу пару приемчиков, я знаю защиту от ножа, понимаете? Вот не должно этого быть в голове. Поэтому не защищаемся, ребята, а нападаем. Активный мозг себе воспитываем. Это ваша бдительность, ваша внимательность, это медитация. Это заряженность на, ну, заряженность на выживание, скажем так, да, на сохранение своего физического тела, благодаря которому вы и вкушаете все, так сказать, блага жизненные, понимаете? Так, ответил, Старк? Если ответил, поставь мне плюсик. А если не допонял, добавь еще вопрос. Действовать на автомате. Тут еще есть такой подвопросик. Но автомат это когда у вас есть натренированные какие-то движения отработанные. Если есть, то, конечно, будет. Давид Т. пишет, Макс, привет. На меня гопник затаил месть, что я ему сказал пиво не пить возле детской площадки. Как с ним поговорить? Или в драку лезть? Ох и Ситуевина, конечно. Ох и Ситуевина. Хочешь мира, готовься к войне, это называется, да? Значит, в первую очередь, я так думаю, мысль мне такая пришла, Давид, ты хороший, добрый человек, ты правильно сказал этому гопнику, сделал замечание. Ты себя, значит, уважаешь, ты уважаешь окружающее пространство. То есть, по сути, ты прав. Вот прям вот сразу это пойми, Давид. Ты на правильной стороне. Ты правильные вещи говоришь. Эм, Ну, блин, ну на стороне добра, ты понимаешь, это правильно. Ты не должен испытывать каких-то комплексов, там, чувства вины, стыда по поводу того, что ты ему там грубишь, хамишь, или даже если тебе придется его ударить. А, Тут, конечно, закон немножко так вот, да, куда дышло, туда вышло, или как это называется, да? Но пойми, ты прав. Это самое важное, ребята. Когда вы, ну, если речь пройдет про самооборону, вы должны быть действительно уверены в том, что вы, ну, правильно все делаете. Вы не просто так на кого-то нарываетесь, лезете, там, доказываете свое эго, там, а вы защищаете себя, защищаете своих близких, понимаете?
И это даст вам охрененную силу. Просто охрененную силу. Вот задумайтесь, если вы, ну, хоть немножечко сомневаетесь, типа, ну, а правильно я делаю, неправильно я делаю, может, не стоит, может, типа, он правильно сказал, а может, вы теряете свои силы, вы просто их крадете сами у себя. Поэтому вы должны четко иметь эти установки моральные, как бы, вот, ну, ценности. Опять же, вот, добро, зло, правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Вот то, что ты говоришь этому гопнику, который бухает, блин, на детской площадке, это правильно. А то, что он делает, это неправильно. Логично? Все, значит, ты прав. И ты можешь обратиться к окружающим. Поэтому первая идея какая? Ты же там не один такой. Ну, живешь, где детская площадка, правильно? Есть твои соседи, в твоем подъезде, в соседних подъездах. То есть тебе нужно пообщаться с единомышленниками. Понимаешь? Такой клуб самообороны сделать во дворе. Дворовый клуб самообороны. Когда и даже не нужно для этого много-много ребят. Ну, то есть там толпа, целый отряд. Пусть это будет отряд специального. Ну, 10 человек было бы нормально, мне кажется, да? Когда вы примерно одного и того же возраста, ну, даже это не важно, то есть вы готовы, это люди, которые поддерживают эти ценности, да, то, что нужно держать под контролем ту территорию, на которой вы живете, да, где дети ваши там играют, где женщины ваши возвращаются с работы или уходят на работу, понимаете? То есть это ваша территория, и если вы там, блин, живете, то вы должны за ней смотреть, контролировать, наблюдать. И вот эти вот элементы, которые там появляются, типа такие сорняки, ну, бродяги, которые занесло туда, блин, каким-то, блин, лешим, которые там бухают, царят, бьют бутылки, там, стекло, там, курят, блин, да, матерятся, ругаются. Это все, ну, это мусор. И его нужно пойти и убрать, его надо почистить. Поэтому нужно найти, короче говоря, единомышленников, соседей, обменяться контактами, чтобы вы были постоянно вот на связи, да, там, ну, мобила, там, у вас должен быть свой чатик, наверное, в Телеграме, почему бы и нет, или в WhatsApp, я не знаю, где удобней. И вы должны эти темы проговаривать. Как вы будете действовать в случае, ну, какого-то там этого вот аварийной такой ситуации. Что вы раз там, звоночек, и хотя бы из 10 выбежало человек 5, ну и вас поддержали. Вот так надо действовать. Потому что пришельцы какие-то пришли, вы дружно их чик-чик созвонились, вышли, блин, хоп, перетерли. Если что там, применили, так сказать, немножко физической силы и все. Вот так. А дальше уже технические детали. Там кто старший, кто там какое дежурство, какие там, ну это вот все можно обговаривать. С помощью чего, там газовый баллончик у вас будут, электрошокеры, там дубинки, там еще что-то. Это все в процессе, ребята. Главное организовать местные органы самоуправления, гражданское самосознание, то есть некая ячейка, некое ядро. Потому что один в поле не воин, ребята. Один на детской площадке ни хрена не воин. Потому что эти гопники, они сунули вам ножик в брюхо и убежали. То есть и все, и больше их никто не нашел. А если они увидят силу, реально, да, там, что вы не один, что вас несколько, и что вы, блин, с дубинами вышли, и то, что вы на этой, блин, земле хозяева, а не они, то это, мне кажется, вот такая самооборона должна быть. Согласны со мной, друзья? Коллективно, надо вместе, активно работать в этом направлении. Одному тяжело, потому что вы лезете на рожон, получаете и как бы и не видите никакой поддержки. И потом как бы сдуваетесь и все. А тут должна быть именно команда молодости нашей. Встречайтесь тоже на этой площадке, тренируйтесь, детишек тренируйте вместе, понимаете? То есть занимайтесь каким-то, ну, блин, здоровым образом жизни, елки-палки. Приемчики отрабатывайте, там лапы принесли, вынесли, мешок повесили боксерский. Ну как-то вот такое общение нормальное. И никакие гопники там не будут заходить бухать. Вот так, друзья. Вот Старк пишет плюсик, спасибо. Толпой батьку бить легче. Ну вот как-то так, да. Даже пословица подобная есть. Потому что батька, он, блин, такой. Записать видео и участковому пить нельзя в общественном месте. Это само собой, друзья. Само собой можно и видео записать. Но это вторым номером, понимаете? Сначала, мне кажется, должна быть команда, должны быть единомышленники, должен быть клуб самоуправления, орган, вот этот отряд быстрого реагирования, сильные, крепкие мужчины, которые готовы, блин, подорваться сразу и решить вопросы безопасности территории, на которой они находятся все. Понимаете? Вот так. Так, Давид Т. пишет, все так, но у нас народ старый и немощный.
Ну, бывает среди стариков такие, знаете, блин, очень матерые люди, поэтому поискать надо. Я сам старый, мне 60 лет. О, а давайте подумаем, ну а что делать? Вот, допустим, вот, ну так получается, что в вашем районе, где вы живете, ну нету молодых особо людей. Ну а что делать? Возвращаться надо как-то, объединяться все равно нужно. Поэтому, мне кажется, не стареет душой ветерана. Вот ветераны могут быть даже, блин, фору дадут, да? За одного битого двух небитых дают. Поэтому, блин, я не стал бы ставить крест на людях, которые, ну, уже в возрасте. Вот мне скоро тоже 49 стукнет. Ну, мне кажется, я еще и могу как-то так. Поэтому надо искать, друзья, надо искать. И среди 50-летних, 60-летних, 70-летних наверняка какие-нибудь есть мужчины, которые еще более-менее так ничего, нормально, да, и мыслят активно, и сами по себе по жизни активные, да и может быть даже тренеры какие-нибудь бывшие или действующие по боксу, по борьбе и так далее. Просто встретиться, обсудить, объяснить ситуацию так и так. Потому что дело рук утопающих, да, как это называется, спасение утопающих, дело будет анархия, понимаете, нужно брать это все в свои руки. То есть органы местного самоуправления. Вот что ждет Россию, понимаете. Вот это будет разруха небольшая, а потом будет, типа, опять же, расцвет. Потому что по-другому невозможно пробудить это гражданское самосознание. И может быть как раз самооборона и будет являться вот этим вот одним из скрепляющих основ активности граждан. Так что так, Давид. Макс, привет. На меня... Так, это я читал Макс про гопника. Как с ним поговорить? Да, значит, предложил я объединиться. Предложил я вооружиться. Предложил или нет? Вооружиться надо. Взять какую-нибудь, я не знаю, там палку, там клюку, костыль, ну что-нибудь должно быть в руках. Газовый баллончик, какая-то дубина, палка. Это вот поможет. Потому что лезть с голыми руками на вот это вот хамло криминальное, около криминальное, вот эти вот босиков, этих бродяг, как-то небезопасно. И держать дистанцию. То есть вас должно быть больше, вы должны быть сильнее с помощью оружия. Так, Иван Васильевич, я даже больше скажу. Неприятные ощущения возникают не только после драки, а даже после того, как обозлился на кого-то. Абсолютно верно. Становится потом как-то так стрёмно, блин. Думаешь, блин, ну зачем это все? Как я был неосознан. Как какое-то умопомрачение это называется, да? Как темный туман, я не знаю, такой, гнев, ярость. И, и потом такое ощущение тщетности какой-то, зачем это все нужно было? Как будто бы зря себя потратил. Вот как такое ощущение. Есть такое, да. Недаром слово драться означает драться, драть себя. Кстати, да, возвратная форма, это окончание, да, драться, драть себя. Классно, Иван Васильевич, хорошо. То есть ты вроде, вот именно поэтому я против драки. Потому что это какое-то обоюдное, ты как бы дерешься, сам себя, ну, дерешь, реально. Блин, хорошо сказал, классно, мне надо где-то это вот зафиксировать. Драться, да. Ребята, не надо драться, не надо бояться драться, да. Не надо себя драть просто и все. Вот надо чего бояться. Злиться, злить себя, да. Возвратная форма глагола. Вот так. Кстати говоря, в Словакии ся ставится перед глаголом. Понимаете, как интересно? То есть будет не драться, а содрать. И, допустим, там бояться, собоять. Понимаете, как происхождение, корни, смыслы слов. Старк, можно избежать драки 90%. Все зависит от репутации. Вот она. Первым сказать или предложить выйти. Репутация. Вот что такое репутация, надо думать. Если, что такое репутация, ребят? Если от вас, ну, от этого конфликта, от этой ситуации зависит ваш, не знаю, карьерный рост, какое-то продвижение, там, ну, как бы, благополучие вашей семьи и вас, то, конечно, стоит за это, блин, теперь я буду думать, как говорить слово драться, ну, сражаться, блин, да? То есть, ну, как бы, быть воином, короче говоря, понимаете? Воином, который добивает своих целей. Вот. А если это вас мимолетно там, да, не касается особо, и никак это вас, ну, особо не волнует, не колышет, не сказывается, то и хер с ним. Просто, ну, выходите из этой ситуации и все. Мне кажется, это просто, ну, здравый смысл. Иван Васильевич, насчет задетого эго полностью согласен. Ну, 90% это вот именно из-за этого. Именно из-за эго. Так, Герман Зупфер здесь. Здравствуйте, Максим, приветствую. Все правильно, лучше защита от нападения.
Увы, это так. Просто люди по-разному понимают это немножко превратно. Типа, нападать это плохо, нападение это плохо. Понимаете? И начинают из этого комплексовать. Типа, чувство вины, там, стыд. Это нехорошо, это неблагородно, блин. Ну, из той же оперы, по яйцам бить нельзя. Да чего нельзя-то, почему нельзя? Просто не задумываются, почему нельзя. Так вот просто нельзя и все. Старк пишет, если видишь, что драки не избежать, тогда предлагать читать ситуацию. Всегда найдется гора больше, и бегать за каждой горой нет смысла, поддерживаю. Абсолютно верно. Ребята, ну здравый смысл просто. Иван Васильевич, так, на бытовухе из-за задетого эго убийства очень часто возникают. У меня родственников бухой отец убил своего сына по пьяни. Все из-за того, что не признавал, что он может быть в чем-то неправ. Это очень грустная история. Особенно вот эти семейные конфликты, скандалы, еще по пьяни. Ох, ребята, это целый ад в реальной жизни, особенно вот в российской действительности, когда все бухают, ругаются, дерутся, потом случаются всякие несчастья. Я про это очень хорошо знаю, прям все очень хорошо знаю. Давид Т. То и проблем не было бы. Вот про что-то Давид Т. написал. Пропустил какое-то сообщение предыдущее. То и проблем не было бы. Герман Зофер, так, здесь. Старк пишет плюсик, потом лайк. Записать видео к участковому уже читал. Толпой батьку бить легче, да. Давид Т. Все так, но у нас народ старый. Это, ага, читал. Вообще мне 60 лет. Молодой ты еще, Давид. Не надо, не сдавайся. Давид, не сдавайся. 60 лет еще. Поживем нормально все. Так, вообще собираем банду. И бьем его, я понял. Ну, как-то так, да. Посмотрите фильмы жизнеутверждающие, где главных героев играют какие-нибудь актеры старые, там, не знаю, Роберт Де Ниро или какой же последний фильм смотрел, классный. Майкл Дуглас играет. Сериал целый. Ну, про людей, которые уже пожилые, в общем-то, в возрасте, но они еще такие интересные, такие зажигательные, понимаете? Не надо списывать со счетов, ну, людей, которые уже в возрасте. Потому что там своя жизнь, тоже достойно очень. Но опять же, от людей зависит, конечно. Потому что от возраста, конечно, много чего зависит, но с другой стороны, не надо унывать сразу по этому поводу. Потому что даже человек 25 лет, 30 лет, казалось бы, да, в пике, в расцвете, да, сил. А как проводит свою жизнь бездарно, да, вот в этом возрасте. Просто убивают себя, капец, просто обидно даже, да, что в таком возрасте и люди просто бездарно тратят эту жизнь. А когда человек уже чувствует, что его ресурс ограничен, здоровье-то уже не то, и времени-то мало осталось. Вот тут он начинает ценить жизнь, понимаете, вот где начинается эта мудрость такая житейская появляется уже. 50 лет, 60, 70, ну кого-то раньше хорошо, но бывает, что и не доходит. Поэтому я не сторонник того, что типа все, кто старше, они типа там достойны уважения. Нифига. Бывают такие старые пердуны, в общем-то, никакие. Никакого уважения. Так, хорошо. Дальше, что у нас? Когда я купил впервые перцовый баллон, я все думал, побыстрее бы его использовать. И буквально через 3 дня мне встретился гопник, который требовал деньги. Вот, Керман пишет, ощущения просто восхитительные были. Радости, полные штаны. Хотелось танцевать вокруг него, пока он валялся и корчился, но я этого делать не стал. Вот и правильно, молодец. Так, Давид Т, ты мне прям напомнил так, ты мне прям напомнил, Давид пишет. Так и во дворе можно. Двор, Давид, это ваш двор. Не гопников здесь проходимцев, которые просто, блин, эти, занесло ветром. Вы там хозяева, а они кто? Просто зашли и вышли. Насрали и ушли. Поэтому управляйте своим пространством. Расширяйте свое пространство само. Самооборона. И обороняйте это само. Само это не только это личность, это я, да? А само это то, что туда входит еще в это само. Понимаете? Это еще ваша территория, это ваши близкие, ваши родные, ваши дети, ваша детская площадка, ваш дом.
Вот это все, это вот ваше само идея, идеология, понимаете? И вы должны как бы защищать. И насилие применять только в крайнем случае, когда на ваше само идет какое-то покушение, идет какая-то агрессия. Вот таким образом. Так, Герман пишет, когда я купил... Ага, так, ну, поздравляю, это хороший опыт. Давид Т, ты мне прям так, все. Саверянин, мое почтение, чат, всем добра. Так, респектуем. Старк пишет, Сильвестр, Чак Норрис, Арни, хорошие актеры. Ну вот, кстати, да, можно посмотреть таких вот старичков, да, или как фильм Рокки посмотреть, я не знаю, там целый сериал уже, да, когда уже человек в возрасте, а все еще огонь-то горит внутренний. Оджес, да, Иван Васильевич? Поправь меня, если я не прав. Оджес, это вот как раз про это, да? То, что внутренний огонь жизни, такой вот мощь, стихия, вот это состояние любопытства, любознательности, когда еще чувствуете молодость в чреслах. И в голове, главное, проясняется все больше и больше, потому что все лишнее, весь хлам убирается из головы. И вы тут начинаете как бы ценить это, всю эту вот жизнь. Окей? Ну, спасибо. Свет не включили. Все, набирается и набирается. Ребят, ФГФ здесь. Привет. Привет. Давид Т. А если они пьяные? Они же не понимают, кто чего, кто чего. Стоит ли их бить? Ну а что с ними делать? Ну а что с ними остается еще делать? Тем более, если они пьяные, они будут вести себя абсолютно разнузданно, агрессивно, по-хамски, будут всех посылать на... Придется их бить. Ну а как по-другому? Даже когда они протрезвеют, ну они либо забудут все, весь этот инцидент, либо просто вы их, ну где вы их найдете? То есть вы невозможно, не можете же им дать возможность протрезветь. Поэтому газовый баллончик. Пьяный, не пьяный, газовым баллончиком заливайте всех. Вот, кстати, был совет здесь у нас сейчас вот в чатике, да? Про газовый баллончик. Герман Зупфер попробовал газовый баллончик, и он хорошо работает и на пьяных тоже. Поэтому, если они пьяные, пришли их газом, блин, вот так вот шпалили, и пускай они там корчатся, матерятся, сопли, слезы. Вот так. И дубинами их еще отхерачить, поэтому по мягким филейным частям, да? Чтобы они потом не присаживались на детской площадке. Так, Герман Зупфер пишет. Очень понравился фильм «Достучаться до небес». Да, старинный, кстати, фильм про вот эту вот жажду жизни, да? Про то, что жизнь сама по себе не имеет ценности, и ничего для этого не требуется такого супер-пупер. Что все то, что нужно, оно уже есть с вами. Это ваше тело, ваше дыхание, ваши какие-то там намерения, стремления. Хороший фильм, да. Хорошо заряжает внутреннюю силу. Иван Васильевич пишет, все верно, Максим. Вот, Иван Васильевич, мы с Иваном Васильевичем пообщались в Фейсбуке, в мессенджере, вот, на тему, так сказать, вообще стрима, контента, на тему внешнего и внутреннего. Ну, и я более-менее, так сказать, Ивану Васильевичу рассказал, как я понимаю самооборону, и что, в принципе, у меня нет противоречий, да, если мы говорим о чем-то духовном, о чем-то, в каком-то саморазвитии, и в то же время о какой-то агрессии, насилии. То есть с точки зрения самообороны это все как-то вот так вот объединяется, да, здесь такая у меня веданта 2 это получается. То есть это все едино, понимаете, все едино, все взаимосвязано, и одно другому не противоречит. Так, северянин, все, конец стрима. Час и 7 минут я в прямом эфире, ну и пора бы уже, по идее, заканчивать. Давид Т, а ментовку не заберут? Заберут, конечно. Давид Т, это же превышение самообороны. Ну, тут уже, сейчас я объясню. Давид Т, потом виноватым окажешься. Так, Давид Т, спасибо за вопрос, в котором я вижу, очень часто встречаюсь опасения наших граждан, людей по поводу того, как же можно применять самооборону, если потом тебя милиция задержит, ты превысишь пределы самообороны, виноватым окажешься и так далее. Так, все бы начать. Дело в том, что интересы личности, интересы человека, интересы гражданина,
они частенько расходятся с интересами государства, с интересами власти и часто просто противоречат друг другу. Ну, увы, ну так и есть, друзья. Вот так и есть, понимаете? Например, вот этот случай с самообороной. Придумали такое понятие фейковое, как я считаю. Фейковое понятие, которое называется пределы необходимой самообороны. Типа нельзя превышать пределы необходимой самообороны. Я считаю, что это полный бред, это просто вброс, это такой мем, который останавливает людей от защиты собственной жизни, от выживания. Понимаете, он прям наступает, грубо попирает инстинкт самосохранения. Понимаете, инстинкт вот, просто защиты своей жизни. Потому что заставляет людей задумываться о том, что есть какие-то пределы и чего-то делать нельзя. Понимаете? Вот Старк написал, боятся волков в лес не ходить. Правильно, или защищайся, или беги. Или лес рубят, щепки летят. Из той же оперы, понимаете? Невозможно сохранять пределы самообороны. Понимаете? Но это вот мое мнение. Вы, конечно, в суд мое мнение не принесете, не покажете. Просто будьте готовы к тому, что государство не может находиться не на вашей стороне, а на противоположной. Потому что для государства все очень просто. Если вы стоите, а ваш собеседник в кавычках лежит, то вы, значит, как это все начиналось, как это все развивалось, никому не интересно. В судах это никому не интересно, понимаете? Так все просто. Вот, вы стоите, значит, вы целый, значит, вы того, типа, долбанули, типа, и вы напали на него. Поэтому, конечно, все это имеет последствия, понимаете? Но нужно для чего это делать? Во-первых, для того, чтобы самого себя уважать, вот это свое достоинство, для того, чтобы вас ваши близкие уважали, ваши родственники, там, понимаете, ваши соседи, ваш круг общения. Во-вторых, для чего это нужно делать? Ну, в общем-то, больше для себя и для своего самого, понимаете? Иначе они вам на шею залезут рано или поздно. И от вашей детской площадки ничего не останется. Они потом к вам в квартиру полезут, эти вот, обезумевшие люди. Это же деграданты, понимаете? Деграданты, это животные. А закон нас не охраняет. Вот и все. Потому что придумал, какие-то фразы типа там пределы. Как можно сохранить пределы, если вы находитесь в экстремальной ситуации? Какие пределы? Вы же не святой человек, просветленный. Да и то это все, знаете, это мифы, разговор опять же, да, пределы, мифы, там, святые тоже мифы. Смысл в том, что когда происходит ситуация такая около криминальная, это очень сильный стресс, это выброс адреналина, и человек не может контролировать себя, понимаете? Когда его жизнь угрожает опасность, какой может быть контроль, какие пределы? Сюда бить не можно, сюда бить нельзя. Реально вас убивают, а вы должны при этом думать, как бы ему не навредить. Ну это же бред, это же абсурд. Если вы не нарушали ничего, если вы туда не лезли, если на вас напали, а не вы напали, то есть же разница между двумя гражданами одной страны, вот, так сказать, в их мотивациях и в их, понимаете? Это же нужно все понимать. Это же нужно все расследовать. А для этого, головой думать, копать, опрашивать свидетелей, доказывать, объяснять, адвокатура там, и так далее, и так далее. Поэтому нужно быть готовым к тому, да. Но делать это нужно. Но это мое личное мнение. Иначе просто небезопасно. Вы им палец сначала, они вам потом по локоть откусят, как говорится. И да и вы сами себя просто не будете уважать и будете бояться всего этого. Поэтому будьте готовы идти в ментовку. Просто вы должны стоять на своем, доказывать свою правоту, что вы правы, что вы правильно говорите. Если у вас будут ваши товарищи по самообороне, да, то вы друг друга поддержите. Опять же, может какие-то связи будут. А почему бы их не использовать для благого-то дела? Поэтому нужно все объяснять. И да и в милиции это тоже, наверное, же можно людей найти, правильно? Как-то, которые, с пониманием к этому отнесутся. Договориться, как-то объяснить ситуацию, так как-то вот изложить правильно, в правильном ключе. Поэтому виноватым вы можете и не оказаться. Поэтому не бойтесь ничего. Так, Старк. И еще инвалидом от удара могут сделать. А потом будешь думать, зачем я стоял.
Но это по поводу того, что вы должны брать инициативу в свои руки. Понимаете? Не нужно думать, когда это нападение произойдет, я буду отвечать, я буду защищаться. Нет. Вы просто можете, блин, проспать всё и не дождаться, когда это время придет. Нападать всегда проще. У нападающего преимущество. Он выбирает момент, ну, в смысле время, да, выбирает способ, как, куда и чем вас ударить. И все. А отвечать всегда сложнее, потому что для этого нужна какая-то реакция, предвосхищение ситуации. И это может просто не получиться. Поэтому зачем рисковать? Действие на опережение. Итак, северянин, есть такая пословица на Западе: лучше 12 присяжных, чем 4 несущих твой гроб. Ну да, есть такая, и об этом писал Тарас Анатолий, старинный злобный самооборонщик белорусский, в книге «Боевая машина». Старк всегда говорит, что он первый ударил, никогда говорить, он ударил. И я блок и удар. Да, конечно, даже не говорить, что вы ударили, там, оттолкнули. Но это потом уже, самооборона после, что называется. Да, я могу, в принципе, на эту тему отдельный стрим тогда сделать. Ну, как под дурачка косить, типа того, да? И как делать самооборону после самообороны. И даже во время есть такие хитрости тоже, да, могу поделиться. Как сделать так, чтобы, ну, и свидетели были на вашей стороне, и все это было с точки зрения закона, типа, вы вообще не при делах, типа, как-то вот так случилось, хрен он знает почему, но как-то вот он лежит, упал, тут споткнулся человек. Давид, не хотел обидеть, да, ну, я так вообще, да, говорю, просто правда на вашей стороне, вот и все, я так считаю. Давид Т. Под старость лет не хочет садиться из-за дурака какого-то. Это да, согласен, согласен. Поэтому ищите коллективную поддержку, и после этого вы будете, ну, более, как сказать, у вас будет более аргументированная позиция, более обоснованная. Сами не лезьте, конечно, да, из-за дурака. А вот когда вы вот вместе, вы соберетесь и будете реагировать на это коллективно. Тут уже попроще. Когда полиция должна разгонять гопников этих, мы же не в деревне. Ну, вроде бы правильно все, логично, да. Звонить в полицию, должна полиция приехать. Можно пробовать эти варианты все, можно. Можно с этого начать. Попробовать в следующий раз, допустим, какие-то гопники появляются, позвоните в полицию. Это тоже вариант. Понимаете, ничто не противоречит другому. То есть концепция самообороны такая комплексный подход. Вы одно пробуете, второе пробуете, третье. Если это не пошло, план А не сработал, план Б, понимаете? А лучше сразу низко подключите. То есть вы и звоните, и выходите, и собираете своих товарищей, и полиция здесь. Вот так. Мне кажется, это будет такую, знаете, как массированную такую атаку сделать на пришельцев, на нападающих. Конечно. Но опять же, полиция может не приехать. А может приехать и уехать. Хрен знает. Так, Давид пишет северянин. Давид, ну ты можешь и ментов вызывать, если есть возможность. Почему бы нет, я говорю. Не западло. Вызывайте. Вы же не из этой группки гопников, поэтому вызывайте милиционеров. Пускай они тоже работают. Вот и все. Но одно другому не мешает. Вот и все. Я про это. Давид, да сделай, пожалуйста, видео про хитрости самообороны. Про хитрости самообороны тогда окей. Сделаю видео и даже, может быть, в стриме об этом поболтаем во вторник. А на сегодня, наверное, все, друзья. Напоминаю, что сегодня вышло видео про медитацию. Я жду от вас лайки, просмотры, комментарии, делитесь с друзьями. Ну и также напоминаю, что читайте мою книгу «Самооборона в городских джунглях». А там есть советы, кстати говоря, по поводу и домовой самообороны, коллективной, как действовать в различных ситуациях, как действовать в условиях ограниченного пространства, там, если вас влезет. Самооборона в городских джунглях. Поэтому, ребята, на бусте, и там эта книга есть. Ну или пишите мне в мессенджере, в Фейсбуке, в Телеграме, здесь можете написать мне в Ютубе, в комментарии в любом. Мол, я хочу купить книгу. И будет вам книга. Окей? Все, Давид Т., спасибо за твое участие, за вопросы. Это очень хорошие вопросы, они очень актуальны, очень нужные. Поэтому хорошо, что ты как бы эту тему сейчас вот нам тут предложил. Классно. Так, северянин, мне кажется, хитрость самообороны большая тема. Большая. Потому что ее можно делить на три этапа как минимум. До начала конфликта уже можно хитрить, да, какие-то штуки делать. Во время.
конфликта, и во время драки даже, ну, когда идет бой, да, и после того, как. Это уже такая юридическая самооборона там, когда у вас идет общение там уже с милиционерами, с адвокатами, и со свидетелями. Ну окей, это все тогда уже в следующие разы. Ребята, всем спасибо. С вами был я, Максим Викторович. И ну что ж, неплохо пообщались. Все. Я от вас жду активной поддержки. Все. Чао-чао. Пока. Так, где нажимать кнопку? Вот здесь нажимать.